Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю сегодня вас на мастер-класс по вязанию вот таких мокасин. Я думаю, что они вам понравятся и вяжутся они просто. Все видео и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Я делюсь с вами своим опытом. Хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. Если вы сейчас смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, нажимайте на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда ничего не пропустите и будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале. Ну а мы с вами начнем мастер-класс. Что нам понадобится для вязания этих мокасин? Ну, первое, это, конечно, подошвы. Вот у меня такие подошвы, это корейские подошвы, не знаю, как они называются, материал похоже полиуретан. Очень хорошая плотная тут стелька, она приклеена прямо на кож-картон. В общем, красивая женственная подошва. Где я покупаю подошвы, вы постоянно об этом спрашиваете. Сейчас вверху появится значок, по которому вы посмотрите видео, на котором я рассказываю, где я покупаю подошвы. Вязать буду на 36 размер. Еще понадобится шило для прокалывания подошвы. Также крючки для обвязки подошвы 2,25, для изделия 2,5. Приготовим несколько маркеров, они нам пригодятся. Также ленту для измерения там высоты подъема, когда будем вязать. И, конечно, пряжа. У меня вот Мелисса Свит, она мне очень нравится. 100% акрил на 75 грамм, 168 метров. Ну и сейчас начинаем с прокалывания подошвы. У меня подошва уже размечена производителем, мне остается только проколоть. Размечена она где-то на расстоянии, я измерила 0,9-1 сантиметр между всеми отверстиями. И я вот буду просто шилом прокалывать по всей вот этой разметке вокруг всей подошвы. Вот таким образом прокалываю и обращаю ваше внимание, что прокалываю в широкой части. Вот здесь вот ниже, прямо под самую туда ступню, потому что в узкой части нить может прорваться при носке, прорвать подошву. Поэтому берем, прокалываем вот здесь по широкой части. Для обвязки подошвы использую такую белую Мерлиса Перлес на 70 грамм, 290 метров, 100% катон. Начинаю обвязывать крючком 2,25 с середины пятки, с центральной вот тут отверстия, где было, я провязываю в каждое отверстие по 3 столбика без накида. В первое отверстие я провяжу 1 столбик без накида. Затем во все последующие по 3 столбика. И когда я дойду до конца ряда, я буду заканчивать ряд. И в это первое отверстие, в которое я провязала 1 столбик без накида, я довяжу еще 2 столбика. И затем закончу ряд соединительным столбиком. Вот провязываем 1 столбик в первое отверстие. Следующий столбик во второе отверстие, и сюда же еще 2 столбика. То есть в каждое последующее отверстие по 3 столбика без накида. Вяжем так по всей окружности подошвы. Подошва у меня довольно-таки не жесткая, мягкая. Разная подошва бывает в зависимости от того, какая у вас будет. Поэтому я рекомендую всегда протыкать отверстия, пробивать шилом таким толстым, не тонким, чтобы хорошо проходил крючок. Вот так провязываем все отверстия от начала до конца ряда по 3 столбика без накида в каждое отверстие.
Доходим до конца ряда. Здесь довязываем в первое отверстие еще 2 столбика без накида. И затем уже закончим ряд. В первую петлю ряда обвязки провяжем соединительный столбик. Затем нить мы обрезаем и конец нити прячем вот между нитями первого ряда. Можно их потом вязать в вязание. Ну, можно сразу спрятать, чтобы они потом не мешали и не вылетали. Теперь наша подошва готова, и мы начинаем уже основной нитью вязать изделие. Определяемся, откуда мы начнем ряд. Так как мы будем начинать с пятки вязания, то будем вот отсюда, с пяточной части, где закругляется пятка, вот отсюда примерно мы и начнем ряд. Намечаем маркерами с обоих сторон начало и конец первого ряда. И сейчас начнем вязание. Крючок меняю 2,25 на 2,5. Уже изделие буду вязать крючком 2,5. И убираю маркер с этой петли, начинаю первый ряд. Вяжу в каждую петлю первого ряда обвязки, вяжу столбик без накида от начала до конца ряда. Вяжем до этого же маркера. Тот маркер, который у нас стоит на той стороне, мы его потом подвинем, ну и поставим на место. Здесь мы доходим до первого маркера. Маркер снимаем, провязываем петлю, которая у нас на маркере, и снова ставим на это место маркер. Мы будем знать, где у нас начинается ряд пятки. Пусть он остается здесь. Вяжем дальше до конца ряда, вот сюда. Довязываем последние петли здесь в конце ряда, а затем в первую петлю ряда провязываем соединительный столбик, затем воздушную петлю подъема, и эту воздушную петлю ставим на маркер, а нить возвращаем вот туда, на ту сторону, к первому маркеру. Прокладываем аккуратненько нить, мы будем ее ввязывать, убираем маркер и начинаем вязать пяточку. Вяжем первый ряд столбики без накида от этого маркера до следующего, от желтого к красному. Мне очень нравится цвет пряжи. Как вам, друзья? Пишите в комментариях, как вам вообще цвета, которые я использую. Ваши комментарии очень важны для меня. Когда вы пишете, меня это очень воодушевляет. И комментарии, и лайки ваши помогают моему каналу в развитии. На моем канале вы найдете еще десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Поэтому переходите в раздел плейлисты и выбирайте, что вам пожелает ваша душа. А я буду продолжать делиться с вами своими новинками.
Заканчиваем ряд вот здесь возле маркера. Провязываем последние петельки к маркеру. Теперь снимаем петлю с маркера на крючок и вместе с этой петлей провязываем следующий столбик без накида и дополнительно еще 3 столбика без накида. Всего у нас получится плюс 4 столбика. И потом на последнюю 4-ю петельку ставим маркер. Нить возвращаем в начало ряда. В начало ряда от первого столбика, от первой петли отступаем вперед 3 петли и в 4-ю начинаем вязать. То есть отсчитываем 4 петельки и в 4-ю будет у нас первый столбик без накида. Провязываем первые 4 столбика без накида. И дальше будем вязать по узору уже. Первый столбик без накида из петли предыдущего ряда. Следующий столбик без накида, опускаясь на ряд ниже, то есть через ряд вниз. Длинные и короткие столбики чередуем из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Покажу поближе. Вот из петли предыдущего ряда берем столбик без накида. Затем опускаемся ниже на ряд и провязываем столбик без накида из петли на ряд ниже. Снова столбик из петли предыдущего ряда и опускаемся на ряд ниже, столбик из петли на ряд ниже. Вот так получается длинный, короткий, длинный, короткий, длинный, короткий. Вяжем так до конца ряда. Здесь также провязываем последний столбик, у меня он короткий, а затем снимаем петлю с маркера на крючок и вместе с этой петлей провязываем следующий столбик, дополнительных 4 столбика. Этот с петлей на маркере первый и еще 3, а затем ставим петлю на маркер. Нить возвращаем в начало ряда, вяжем следующий ряд аналогично, отступая вперед 4 петли, в 4-ю петлю начинаем ряд.
Провязываем 4 столбика без накида, далее идем по узору, но уже в шахматном порядке. Будем вязать над длинными столбиками, будем короткие вязать, над короткими будем длинные вязать. Вы когда провяжете первый ряд, у вас будет видно, где длинные, где короткие столбики, и вы будете очень хорошо видеть. Там, где был у вас длинный, вам даже воткнуть туда крючок будет некуда. Вы будете его над длинным столбиком провязывать короткий, а между двумя длинными вам будет видно, куда провязывать длинный столбик над коротким. То есть все это мне не очень удобно на весу держать, конечно, показывать, но я думаю, что вы хорошо увидите по своему рисунку и справитесь с этим узором. Он довольно простой, вяжется в шахматном порядке, чередуются длинные короткие столбики, но этот узор, он именно для пятки, он просто идеален. Он очень хорошо держит пяточку, держит форму, он плотный такой и довольно красивый. Вот прям видно, куда просится крючок между двумя длинными. Вот здесь короткий был столбик, сюда заводим, провязываем длинный столбик. Над длинным провязываем короткий. Еще пока вот пяточку тут вяжем, я скажу вам, что для того, чтобы пяточка не была такой мягкой, рыхлой, знаете, берите всегда немножко меньше крючок, чем указано на нити. Вот у меня на пряже указан крючок 3-4, я вяжу 2,5, чуть меньше. Тогда получается очень плотная вязка. Потому что если взять тройку, я пробовала, получается вязка такая слабенькая. А вот такой у нас узор получается. Чередуются в шахматном порядке длинные короткие столбики. Довязываем до конца ряда, до маркера. После маркера провязываем 4 дополнительных столбика. Нить возвращаем в начало ряда. Здесь плюс 4 петли отступаем, начинаем с 4. Провязываем 4 столбика и потом в шахматном порядке по рисунку следующий ряд до маркера. Вот так доходим до конца ряда. Провязываем последний столбик. Снимаем петлю с маркера на крючок. Вместе с этой петлей провязываем 1 дополнительный столбик. И затем еще 3 дополнительных столбика. И переставляем последнюю петлю на маркер, а нить возвращаем в начало ряда. Еще один ряд покажу. 4 петли отступаем вперед. С 4 петли начинаем 4 столбика без накида. Дальше смотрим, у нас тут короткий столбик по узору, вяжем длинный над ним. То есть заводим крючок на ряд ниже предыдущего, через ряд вниз. Затем у нас идет короткий, затем будет длинный и продолжаем так чередованием коротких, длинных столбиков в шахматном порядке к предыдущему ряду.
Продолжаем до маркера и также двигаемся дальше в высоту несколько рядов, пока не дойдем вот сюда. Вот я провязала 8 рядов. Теперь я снимаю петлю с маркера и продолжаю вязать столбики без накида по передней части до той стороны пятки. Восемь рядов это еще мало для пятки, конечно, но мы сейчас будем вывязывать перед и поднимать пятку дальше. Продолжаем, вяжем столбики без накида, обычные, и довязываем на той стороне до начала узора. Доходим сюда до начала узора и начинаем вязать по узору в шахматном порядке, как мы вязали до этого. Над длинным столбиком вяжем короткий, над коротким вяжем длинный. 4 первых столбика, которые у нас провязаны просто столбиками без накида, тоже провязываем по узору. Дорогие друзья, если вам нравятся мои мастер-классы, они приносят вам пользу, и вы хотите поддержать мой канал, то вы можете сделать донат, перевод с любой карты мира в любой валюте, любую возможную для вас сумму. Для этого вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео и сделать такой перевод. Буду вам искренне признательна и благодарна за вашу поддержку моего канала. Вяжем пятку по узору, доходим отсюда до переда и вяжем перед также по рисунку, то есть просто столбиками без накида. Вот так дошли, закончили и начали вязать столбики без накида по переду. Таким образом провязываем еще 3 ряда. Вяжем по рисунку. Перед просто столбики без накида, а пяточку вяжем узором, чередующиеся длинные и короткие столбики. Вот провязали мы еще таких всего по переду 5 рядов. И теперь мы будем заканчивать ряд. Провязываем в конце ряда 2 соединительных столбика, обрезаем нить и конец нити выводим наизнанку и прячем ее в вязание. Вот такая у нас основа под мокасин получилась. Здесь у меня получилось по пяточке 13 рядов. Будут еще дополнительные при обвязке. Вот, и сейчас приступаем к вывязыванию переда. Находим центральную петлю по переду и от центральной петли вправо отсчитываем 5 петель. Отсчитали, когда 5 петель вправо, в 6-ю петлю мы начинаем вязать. Находим 6-ю петлю от центральной. Центр очень аккуратно, чтобы ровно было вязание. Нужно найти центр
и с 6 петли начинаем вязать столбик без накида первый, воздушная петля, теперь делаем накид, пропускаем одну петлю и во вторую вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, снова накид, одну петлю пропускаем и в следующие 4 петли по одному столбику с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Вот так, 4 столбика с одним накидом. Теперь накид, одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, во вторую столбик без накида. Теперь еще 2 соединительных столбика. Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд. Две воздушные петли. Теперь вот сюда под первую воздушную петлю столбик без накида. Три воздушные петли. Под вторую воздушную петлю между вот до 4 этих столбиков столбик без накида. Теперь над 4 столбиками 4 воздушных петли. Сразу за столбиками столбик без накида, 3 воздушных петли, под последнюю воздушную петлю столбик без накида, 2 воздушные петли. Теперь одну петлю пропускаем в соединительный столбик и 2 соединительных столбика еще. Всего 3 соединительных столбика. Теперь следующий ряд. Вяжем теперь подарочки. 2 воздушные петли и под первую арку провязываем столбик с одним накидом. Две воздушные петли под вторую арку, 4 столбика с одним накидом. У нас получается в шахматном порядке, как бы вот над столбиками с одним накидом у нас 4 столбика, а сейчас над 4 столбиками вяжем 2 воздушные петли и вяжем 1 столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли и над следующей аркой 4 столбика с одним накидом.
Теперь 2 воздушные петли над последней аркой, 1 столбик с одним накидом. И последние 2 воздушные петли на боковой части, 1 петлю пропускаем, соединительный столбик и еще 2 соединительных столбика. Следующий ряд: 1 воздушная петля и столбик без накида в первую арку, 3 воздушные петли, столбик без накида во вторую арку, 4 воздушных петли над 4 столбиками и столбик без накида за столбиками в арку, 3 воздушных петли и в следующую арку столбик без накида, 4 воздушных петли и за 4 столбиками в арку столбик без накида, 3 воздушных петли, столбик без накида в следующую арку. В конце 1 воздушная петля, 1 петлю пропускаем, соединительный столбик и еще 2 соединительных столбика. Рисунок на самом деле несложный. Просто вяжем над каждыми, теперь одним столбиком одиночным мы вяжем в арочку в эту 4 столбика с одним накидом, над 4 столбиками в арочку вяжем 1 столбик с одним накидом, и так в шахматном порядке. В следующий ряд 2 воздушные петли, под первую арку 4 столбика с одним накидом, две воздушные петли, под вторую арку 1 столбик с одним накидом над 4 столбиками, 2 воздушные петли, под следующую арку 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом под следующую арку, 2 воздушные петли, под последнюю арку 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1 петлю пропускаем, соединительный столбик и 2 соединительных столбика еще. Дальше, я думаю, вам будет уже все понятно. Вот так продолжаем вязать узор в шахматном порядке. Над 4 столбиками вяжем 1, над одним столбиком вяжем 4. Изнаночные ряды вывязываем просто цепочки из воздушных петель. Над 4 столбиками 4 воздушных петли, над одним столбиком 3 воздушных петли. Присоединяемся соединительными столбиками, еще 2 дополнительных провязываем. Вот такой у нас получился красивый перед. Узор очень хорошо смотрится на этой туфельке. Всего я провязала 10 лицевых и 10 лицевых и 9 изнаночных рядов. То есть на один ряд изнаночный я теперь не вяжу. Теперь я буду провязывать по боковой части. Присоединяюсь к боковой части. Как всегда, пропускаю петлю, но соединительных столбиков теперь не вяжу. Теперь вяжу все столбиками без накида.
Перехожу на рисунок пятки и начинаю вязать, чередуя длинные и короткие столбики. Таким образом провязываю вокруг пятки и дохожу до той стороны переда. Здесь с этой стороны перехожу к переду, провязываю последнюю петлю, затем, пропуская угловую петлю, перехожу на перед и вяжу по переду все столбиками без накида. Над каждым столбиком столбик без накида, там где у меня воздушные петли, провязываю под них по 2 столбика без накида. На этой стороне снова присоединяюсь столбиком без накида и продолжаю вязать опять по пятке до той стороны переда. Провязываю по рисунку пятки. Затем дохожу до переда, снова столбики без накида, и так провязываю всего 3 ряда. 3 ряда провязали, теперь перехожу на перед и буду делать обвязку переда. Первый столбик без накида провязываю, затем пропускаю 2 петли и вяжу в третью 7 столбиков с одним накидом. Будем веерочки вязать по переду. 1, 2, 3, все вяжем в одну петлю. 4, 5, 6, 7, 2 петли пропускаем в третью столбик без накида. Снова 2 петли пропускаем и в третью 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Опять 2 петли пропускаем и в третью столбик без накида. Вот так провязываем веерочки. Вот у нас получилась вот такая обвязка переда. Очень красиво, мне кажется, симпатично. И теперь обвяжем боковые части и пяточку. Обвязывать буду полустолбиком с накидом из-под нити. Крючок вот таким образом ввожу. Смотрите внимательно. Я подхватываю нить снизу и потом завожу и провязываю просто полустолбик. Вот так необычно делается накид, как будто бы я
набрасываю спереди вот так на крючок эту петлю, но за счет этого, когда я провязываю потом столбик с этим накидом, он получается очень красивый для обвязки, очень хороший шаг. Вот таким шагом и будем обвязывать все от начала до конца, до той стороны переда. При желании, чтобы уплотнить еще верх, то можно ввязать сюда резинку. Резинка ввязывается именно вот на этом этапе, на этапе обвязки верха. Все, ряд мы закончили. В конце ряда здесь 2 соединительных столбика. Нить обрезаю, вывожу ее на изнаночную сторону и прячу в вязание. Сейчас уже можно будет подумать о том, стоит ли их чем-то еще украсить, может какие-то брошки прицепить, пуговки или еще что-то. Но мне кажется, здесь такой красивый узор и вообще такой получился благородный туфелек, что я лично ничего не хочу на него прикреплять. Мне кажется, его украшать уже не надо, он сам по себе, сам себя украшает. Как вы на это смотрите? Пишите в комментариях. Мне кажется, и подошва, и сам верх, они просто благородно очень смотрятся, без всяких украшений. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Это поможет мне в продвижении этого видео, чтобы оно попало в рекомендованные и было в тренде на YouTube. Для меня очень важно, чтобы вы поделились этим видео в своих социальных сетях, группах, пабликах. Нажмите под видео на кнопочку «Поделиться» прямо сейчас, для того, чтобы охватить как можно больше людей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Я всегда искренне рада общению с вами. Постараюсь быть максимально полезной для вас. Давайте учиться вместе, дарить близким тепло наших рук. До новых встреч!